Привет вам, уважаемые зрители! Вы на канале Мастер Сэм. Ну что, пришло время для того, чтобы продолжить наш эксперимент. Наш эксперимент, напоминаю, мы сравниваем по 4 параметрам два вида браги. Брага кукурузная на кодзе и настоящий кукурузный затор с солодом, горячим осахариванием, госы, как его называют. Ну, мы отвлеклись. Мы продолжаем эксперимент. По результатам первой перегонки, напоминаю, у нас получилась огромная разница в выходе. Если брать перегонку, мы первую брагу перегоняли солодовую, у нас получилось 10 литров 25-градусного спирта сырца. А вот мы перегнали, когда вот такой вот классненький баллончик, я до сих пор удивлен очень сильно, у нас получилось 16 литров 30% спирта сырца, который мы получили из кодзи. Поскольку кодзи вырываются вперед в этой гонке, поэтому мы, наверное, из уважения к их лидерству и начнем с них. Итак, выливаем наш сырец в нашу емкость. Выливаем сразу все, без всяких разбавлений. Ну а теперь мы собираем наш куб. Итак, как собран аппарат? Вначале идет первая царга, вторая царга, ну и наш узел отбора по пару, который сейчас, конечно же, закрыт, и верхний холодильник, ну и холодильник отбора, соответственно. Как мы будем перегонять? Перегонять мы будем очень просто. Вначале мы будем отбирать головы с помощью узла отбора по пару. После этого мы переключим все на прямоток и до 50, ну где-то 47-46, может быть, 50% спиртозности в струе, когда будет, мы прекратим отбор по прямотоку и дожмем весь остаток, опять же, отбором по пару. Для чего так делается? Так делается для того, чтобы максимальный аромат, который есть в нашем будущем кукурузном бурбоне, перешел в наш напиток. Поэтому отбирать мы будем именно так, именно прямотоком. Тем более, что мы отбираем для моей новой потрясающей бочки, на которую никак не получается собрать классного пахнущего напитка. Сколько мы будем отбирать голов? Голов мы отберем 450-500 мл, где-то в этом промежутке. Калькулятор самогонщика показывает именно это количество. Ну что, ждем, пока наш куб разогреется. Прошло уже чуть больше часа времени, колонна наша начала работать на себя. То есть, что значит на себя колонна начала работать? Это пары идут вверх, а флегма начала отходить назад, остывать в нашем холодильнике. Температура в нашем кубе 81,9 градусов. Температура в верхнем термометре, она постоянно скачет. Ну что, давайте дадим ей 20-25 минут поработать на себя, и потом будем отбирать наши головы. Ну что, прошло уже целых 30 минут, и нам теперь остается повернуть кран немного, чтобы начать отбирать целых 500 мл наших никчемных, ненужных никому голов. Как я и говорил в прошлых роликах, я всегда открываю его чуть сильнее, чем на 1/3, не жду долго, я его открываю почти на всю, и когда начинает бежать струйка, сразу начинаю закрывать. Отбирать головы будем примерно, как обычно, 2-3 капли в секунду. То есть вот закапали наши капельки, чуть-чуть ускорим. Ну вот, я думаю, что приблизительно на такой скорости мы остановимся и будем отбирать 450-500 мл. Отобрали мы целых 550. Не 450, а 550. Ну, честно скажу, чуть-чуть пришел позже, было уже 550 мл. Поменяли мы быстренько нашу емкость. Как вы видите, убрали мы верхний холодильник, открыли кран полностью напрямую. То есть теперь у нас просто отбор прямотоком идет. Не убирали мы абсолютно бедные насадки. Чем больше меди в данном вопросе, тем лучше. Ну, продолжаем отбирать. Сейчас померяем, какая у нас спиртозность в струе. Итак, начало отбора тела у нас поворачивается. Начало отбора тела у нас 78 градусов.
78% спиртуозности в струе. Вот так мы начали отбирать наше потрясающее тело. Мощность отбора мы установили на 2 киловатта. И вот такой вот струйкой будем отбирать наше тело. Ну что, друзья мои, закончился уже наш перегон. Точнее, закончил его я. У нас получилось в струе 47 градусов. 46,5, если быть точным. Поэтому я остановил перегон. Перелил полностью в мерную емкость. Итого у нас получилось целых 5 литров. Посмотрите, какой спиртуозности. 65 ровно. Вот плавает наша СП3. Ровно 65% спиртуозности и ровно 5 литров. Итак, подводим итоги того, что у нас получилось с Кодзи. 5 литров, ровно 5 литров и ровно 65% готовый продукт. То есть это уже не спирт-сырец. Если это разбавить до питьевой крепости 40 градусов, это получится чуть больше 8 литров, где-то 8,1 литра. Ну, 8,1 литра готовой продукции из 8 килограмм кукурузы, я считаю, что это вот прям бомбически круто. Это супер, причем аромат очень классный был. Сейчас мы дегустировать все это не будем. Продегустируем мы это, отлили мы в стакашку небольшую, скажем так, закрыли все это. Будем дегустировать все это, когда перегоним, естественно, наш солодовый спирт-сырец, не разбавляли, то есть так и оставили в 65 градусов ту продукцию, чтобы разбавили мы одновременно и одновременно попробовали. Ну, пока запах классный, я даже не представляю, что будет с солодовой штукой. Надеюсь, что это будет еще круче, еще более насыщенней. Но эксперимент продолжается. Ставим лайк, подписываемся на канал, ребят. Ну вот мы плавно и подошли к тому времени, когда мы сделаем вторую дробную перегонку нашего потрясающего спирта-сырца, который мы получили из кукурузы, которую мы осахаривали с солодом. После этой перегонки мы сможем сравнить полученные результаты, подвести все итоги и узнать, что же, конечно, лучше, Кодзи или солод. Или есть везде, конечно же, свои плюсы и минусы, и для кого какие плюсы и минусы будут весомее, тот и будет ставить браги на том, что ему удобно. Ну что, а я вам напоминаю, что у нас получилось 11 литров 25% спирта-сырца. Ну что, переливаем все 11 литров сразу в куб. Я добавлю еще 5 литров воды, чтобы, не дай бог, критическая масса не достигла нашего тена и мы его не спалили. Поэтому 5 литров воды, на всякий случай, я перестрахуюсь и добавлю. Уважаемые винокуры, не забывайте обращать на это внимание. Тем более, когда собираемся мы гнать прямотоком, выход конечного продукта будет больше, следовательно, в баке будет жидкости оставаться меньше, чтобы вы не спалили свой тен и не испортили остаток продукта. Не забывайте смотреть на критическую массу воды. Лучше добавить, конечно же, еще хуже от этого не будет. Ну что, мы начинаем собирать наш аппарат. Собрали мы аппарат в режиме отбора по пару. 2 царги. Кран, конечно же, закрыт. Верхний холодильник. Главный холодильник. Внизу наш куб. Температура в кубе 31,1. Потихоньку греется. Так что ждем. Ну что, друзья мои товарищи, прошло ровно 45 минут. Наша колонна начала работать на себя. Температура в кубе, при которой, если кому-то интересно, колонна начала работать на себя, это 81,5 градуса. Я убавил мощность нагрева до 2 киловатт, если быть точным. 1,998 киловатт показывает прибор. Ну, это не столь критично, чтобы не было захлеба. Не забывайте убирать мощность вашего нагревательного элемента. У каждой колонны есть свой предел. У
У моей это 2 киловатта, если 1,5 дюйма, то это меньше, если 3 дюйма, то это, естественно, больше. Итак, нам остается подождать 30 минут, пока колонна отработает качественно на себя. Прошли уже 30 минут, и у нас уже все готово. Ну а раз все готово, то мы начинаем отбор голов. Вот такую скорость голов мы настроили. Слышны даже капельки, громко капающие. Ну, я думаю, что это где-то 2 капли в секунду. Ну, 2-3 это определенный стандарт. Так что продолжаем отбирать наши головы. Отобрать нам их надо целых 300 мл. Ну а после этого будем отбирать наше ароматнейшее тело. Прошло чуть больше часа, отобрали мы все 300 мл противных, вонючих, неприятных голов. Сейчас идет приятный запах, очень ароматненький, с такими с нотками кукурузки. Поэтому я сейчас отключил подогрев колонны, отключил охлаждение. Нам нужно быстро пересобрать колонну в режим прямотока. Пересобрали мы наш аппарат. Как вы видите, пропал верхний холодильник. Сейчас тут крышечка-заглушечка. Кран, конечно же, открыт. Второй холодильник. И еще мы поставили такую классную вещь, как попугай. Там сразу у нас стоит спиртометр 40-70. Но поскольку сейчас в струе у нас температура намного больше, чем 70, он утонул полностью. Все-таки колонна работала на себя, и вверху собралась очень крепкая фракция. А вот так происходит отбор тела. Довольно уверенная струйка. Вот начал всплывать наша SP3. Хотел бы немного остановиться на такой потрясающей вещи, как попугай. Нужен попугай, не нужен попугай, если есть мирные колбочки. Как правильно определить? У меня мнение такое. Если ваш нагревательный элемент менее 2 киловатт, то попугай нужен, потому что набирание в колбу жидкости будет проходить значительно, и вы будете тратить много времени на то, что каждый раз померить спиртозность, когда прекращать отбор. Если ваш нагревательный элемент больше 2 киловатт, тогда в принципе попугай не нужен. Вы за 10-15 секунд наберете колбочку, чтобы померить спиртозность в струе. Ну, 10-15 секунд это не очень серьезный срок. Если же, конечно, для вас это много, тогда попугай нужен. Попугай, что это такое? Это прибор, который показывает спиртозность сейчас в струе. Ну, плюс это красиво. У меня он просто был, поэтому я его сейчас поставил. Ну, как вы знаете, я им практически не пользуюсь, потому что 10-15 секунд мне намного быстрее потратить их, нежели постоянно ставить, снимать попугая, потом мыть его. К тому же, когда уже есть какой-то опыт, вы по температуре в баке примерно знаете, какая спиртозность сейчас в струе. Так что каждый выбирает для себя, нужно ему это изобретение или нет. Ну а мы продолжаем отбор, ждем, когда у нас отберется до, напомню, 50 градусов в струе, мы будем продолжать отбор тела. Ну вот, наша спиртозность уже 47 градусов. Отбираем мы уже 0,9 киловатта мощность. Струйка еле бежит. Так что на этом можем останавливать нашу вторую перегонку. Ну что, друзья, начинаем подводить итоги. Итак, у нас получилось почти 2,5 литра со спиртозностью, вот настраивается 64 градуса. Ну что, друзья мои хорошие, давайте подводить финальные итоги. Итак, вспоминаем, как все начиналось. А начиналось примерно так. Мы ставили 2 браги. Какую брагу было поставить проще? Конечно же, проще было поставить брагу Кодзи. С солодом пришлось немножко повозиться, пришлось запаривать, пришлось заваривать, пришлось делать температурные паузы. Потом мы потратили время на ожидание, когда все это выбродит. Здесь солодовая брага порвала всех и вырвалась вперед за 5 дней. За 5 дней она выбродила в 0. Брага на Кодзи гуляла ровно в 3 раза больше. Но, оказывается, она все это время
зря не тратила. И по количеству конечного продукта мы можем видеть, что Брага все эти 15 дней усердно работала. А вот солодовая немножко в этом плане подкосила. Кукуруза на дрожжах Кодзи дала нам 5 литров 65% качественного продукта. А солод с дрожжами нам дал 2,5 литра 64% очень качественного продукта. Но результат ровно в 2 раза. Не в 1,5, не в 1,1, не 10, не 20%, а ровно на 100% больше. В 2 раза. Ну, это огромная на самом деле разница при тех же трудозатратах, при тех же энергозатратах. Ровно в 2 раза. Но теперь самый главный тест. Это же, конечно, тест на органолептику, на питкость, ну и на самые основные показатели. То, ради чего все мы это делаем. Начинаем, конечно же, с запаха. В правой руке у меня солодовый продукт, в левой на Кодзи. Солодовый продукт по запаху намного резче. Давайте еще раз сразу проговорим, что мы делали, как помните, гнали прямотоком. Прямотоком следует гнать вот именно то, как мы все это делаем, для заливки в бочку. Если вы не хотите этот продукт заливать и хотите пить под белой, не надо гнать прямотоком, нужно пользоваться узлами отбора. В моем случае узлом отбора по пару. Потому что напиток будет слишком резкий, туда попадают всякие ненужные примеси, которые пить по белой неправильно. Бочка все это исправит, но вот это дополнительное, то, что мы взяли вместе с этими примесями, органолептику, она вся останется, и получится потрясающий качественный бурбон. Поэтому сейчас дегустировать будет немного сложно, но можно. Здесь он солодовый, более резкий, более насыщенный, а в Кодзи он более сладкий. Разница есть. Не могу сказать, что какой-то приятный, какой-то неприятный. Ну, здесь более сильный, а здесь более, так скажем, пикантный, что ли. Давайте пробовать. Отличный, приятный продукт. Сейчас, секунду. Очень приятный эффект, очень приятное, нежное послевкусие. Есть даже, я бы сказал, букет, немножко обжигает язык, но он теплый, мы его только сделали, и он приятно обжигает, вот именно как бурбон, то есть настоящий, качественный, потрясающий бурбон. Ну, от солодового я в восторге, я прям не ожидал, что вот он приятно легко пьется. Но в то же время есть вот этот обжигающий эффект виски бурбона. Ну, прям очень-очень достойно. Ну, теперь пробуем Кодзи. Отличаются вкусы довольно сильно. И, в принципе, у меня даже уже готов вывод. На Кодзях он более сладкий, присутствует прям сладость какая-то во вкусе, более выраженная кукуруза. Не знаю почему, но вот привкус кукурузы, он присутствует в Кодзях. В солоде он не присутствует, там присутствует больше резкость. А здесь больше мягкость, сладость и вот аромат кукурузы. Вывод у меня очень простой. Если вы делаете бурбон для бочки, для того, чтобы закрыть в бочку и получить настоящий клевый бурбон, то это однозначно должен быть солодовый продукт. Потому что резкость и все ароматы, ну, они вместе с бочкой дадут вот такой вот эффект. Это будет супер. Туда нужно лить именно солодовое. Если вы хотите просто пить продукт, то нужно пользоваться обязательно отбором по пару. Тогда смысла никакого нету в солоде. Тогда не надо заморачиваться.
не нужно терять большое количество продукта, нужно делать на кодзях. И вот у меня вывод вот такой простой. Если мы заливаем в бочку, то это только солодовая брага. А если мы будем пить по белой, то есть у нас будет белая прозрачная жидкость, которую мы сделаем, то это тогда однозначно кодзи. То есть и то имеет место быть. Просто они для абсолютно разных вещей. Ну, повторяюсь, это именно мое мнение, то, к чему я пришел. У каждого оно может быть свое. Спасибо за то, что смотрели серию роликов до конца. Если кто-то с чем-то не согласен или хочет дополнить, пишите в комментариях.